Никто не знал, что делала Рут Ханна, когда она прыгала в мусорный контейнер и вытаскивала банки, только чтобы снять крышку и швырнуть банку обратно. Ей был 91 год, это было странно, мягко говоря. Эти люди и не подозревали, что коллекция поп-музыки Рут поможет многим жизням. Когда Рут Ханна рылась в мусоре и, не задумываясь, прыгала в мусорные баки, зрители были озадачены ее намерениями. Рут не была бездомной, и люди в городе знали, кто она. Но никто не подумал остановиться и спросить старушку, чем она занимается. Скоро они узнают. Рут был 91 год, и у нее не было проблем с тем, что люди пялились на нее и осуждали ее. Она была одна большую часть своей жизни и привыкла к насмешкам. Несмотря на это, она была странно благодарна за свои одинокие годы взросления. Если бы все было по-другому, Рут не стала бы тем человеком, который прыгает в мусорные контейнеры, и на то была веская причина. Каждый день Рут ставила себе задачу просеять как можно больше мусора. Она надеялась найти банки супа, газировки или другой еды с ярлычком. Никто не знал, почему пожилая женщина была так сосредоточена на поиске вкладок, и Рут не стала отвечать на их вопрос почему, поскольку никто не спрашивал. Это не было чем-то новым. Городские жители годами наблюдали за Рут, когда она запрыгивала в мусорные баки и рылась в чужом мусоре. Они были в замешательстве, а некоторые даже испытывали отвращение. Но Рут не возражала против их суждений, потому что знала, что делает и почему. Вкладки были важны. Хотя Рут знала, что то, что она делает, важно и в конце концов окупится, это не мешало людям бросать на нее неодобрительные взгляды. Некоторые даже заходили так далеко, что говорили ей: «Ты слишком стара, чтобы заниматься чем-то подобным». Такие комментарии заставили Рут покачать головой. То, что она была старой, не означало, что она должна была сидеть весь день, ничего не делая. В конце концов, Рут переехала из дома в дом престарелых. Учреждение было хорошим, и персонал отнесся с пониманием, когда Рут принесла с собой большую коллекцию вкладок. Она была благодарна, что ей разрешили собрать вещи, так как правила не допускали такого беспорядка в комнате. Хотя дом престарелых был комфортным, Рут скучала по возможности выходить на улицу. Она скучала по своей свободе. То, что она была ограничена территорией дома, не означало, что она собиралась отказаться от своей миссии. Каждый день Рут перебирала весь мусор, собирая все больше и больше закладок. После каждого дня Рут сидела в своей комнате и подсчитывала все собранные ею таблетки, прежде чем складывать их в коробки, кувшины и другие контейнеры для хранения, которые она разбросала по комнате. Как и все горожане, люди в доме престарелых были в недоумении, почему Рут так увлечена коллекционированием талонов на газировку. Рут жаждала дойти до миллиона поп-табов. Когда она наконец нашла последний таб, чтобы добавить его в свою коллекцию, все в доме престарелых собрались вокруг, чтобы стать свидетелями ее успеха. Даже подбадривая ее, зрители с нетерпением ждали, для чего все это нужно. Но Рут никому не сказала, для чего была эта огромная коллекция или почему она прошла через все эти трудности, чтобы найти вкладки. Это заняло годы, и она не собиралась этим хвастаться. Но после всех осуждений и злобных взглядов Рут наконец выполнила свою миссию и была готова передать счета. Рут лишь улыбнулась своей коллекции. Затем она вернулась в свою комнату, надела туфли и схватила куртку. После этого она попросила персонал дома престарелых помочь ей погрузить все коробки с миллионом таблеток в фургон дома. Персонал был готов помочь Рут, хотя бы по той причине, что беспорядок наконец-то исчезнет. Но им все еще было любопытно, почему, после всего этого времени, Рут захотела избавиться от вкладок. Казалось, что кусочки металла были важны для леди. Зачем ей от них отказываться? Когда все вкладки были в фургоне, Рут вручила водителю крошечный листок бумаги. На нем был написан адрес, и вскоре настоящая миссия Рут с ее коллекцией будет завершена. Вместе с двумя сотрудниками водитель отправился по указанному адресу, гадая, что их ждет по прибытии. Водитель автобуса остановился перед большим зданием. Все были в замешательстве, почему они там. Ну, все, кроме Рут. Она назначила встречу и знала, что ее ждут. В этот момент из парадной двери вышел мужчина в костюме, направился прямо к фургону и спросил, не Рут ли она. Джентльмен взял Рут за руку и сказал: «Миссис Ханна, так здорово наконец-то с вами познакомиться». Он очень расчувствовался, когда увидел, сколько таблеток попкорна принесла Рут. Рут пожертвовала всю свою коллекцию вкладок некоммерческой организации Рональд Макдональд Хаус Черити. Но вопрос был в том, зачем?
Как оказалось, это был не первый раз, когда Рут брала на себя задачу помогать нуждающимся. Она часто жертвовала на благотворительности и помогала, где могла. Однако дом Рональда Макдональда занимал особое место в ее сердце. Это помогло реализовать программы для семей с нуждающимися детьми, в частности, с больными детьми. Она держала организацию близко к сердцу из-за своего собственного детства. Рут росла сиротой и никогда не знала утешения от того, что кто-то рядом, когда она была одинока, напугана или больна. Рут хотела быть уверенной, что ни один ребенок никогда не почувствует себя так. Поэтому она начала собирать счета, чтобы помочь некоммерческой организации. На самом деле Рут провела большую часть своей взрослой жизни, помогая детям, что стало совершенно ясно, когда она и ее персонал вернулись в дом престарелых. Там Рут показала персоналу свои различные сертификаты и благодарственные письма за все эти годы. Она сделала так много пожертвований на благотворительность, что город даже объявил День Рут Ханны 12 раз в отдельности. Но Рут не стремилась к признанию. Она просто хотела, чтобы детям было максимально комфортно. Поэтому Рут спрятала письма в коробке под кроватью. Она не была из тех, кто выставляет себя на показ. Рут хотела только одного отдавать другим, независимо от того, признают ли люди ее работу или нет. Все еще остается вопрос, почему она взяла на себя задачу собрать 1 000 000 таблеточек от попкорна? Как они могли бы быть использованы для помощи детям? Ну, дом Рональда Макдональда на самом деле собирает таблеточки от попкорна. Сами по себе алюминиевые вкладки не стоят многого. Но если сложить все, что принесла Рут, то получится кругленькая сумма. Дом Рональда Макдональда собирает алюминиевые язычки и затем отвозит их на местный завод по переработке. Там они обменивают язычки на деньги. По состоянию на 2022 год программа PopTap принесла более 4 миллионов долларов. Деньги идут на покрытие расходов на содержание учреждения, программы поддержки и на помощь спонсорским программам. Фонд не интересовался всей банкой или контейнером. Им нужны были только таблетки, так как они более гигиеничные и их гораздо проще хранить в долгосрочной перспективе. Когда собрано достаточное количество мусора, благотворительная организация приносит его на взвешивание для определения его стоимости. Затем перерабатывающий завод тут же выписывает чек. Когда одного из жильцов дома престарелых, где жила Рут, спросили о доме Рональда Макдональда, он очень высоко отозвался о нем, сказав, они существуют исключительно за счет волонтеров и пожертвований, и когда вы смотрите на то, что делает дом Рональда Макдональда, вы начинаете смотреть дальше себя и помогать кому-то другому. Затем жительница рассказала о Рут и ее миссии, сказав, это дает ей возможность чем-то заняться. Она чувствует, что вносит свой вклад, а для пожилого человека важно иметь цель в жизни, причину. Важно, когда ты становишься старше, смотреть дальше себя. Узнав, что Рут собирает таблеточки от попкорна на благотворительность, весь дом престарелых решил присоединиться к ее делу. В конце концов, весь дом начал собирать таблеточки. Один из сотрудников сказал, я немного удивлен тем, как эти вкладки стали популярны. Они стали известны в обществе, и я просто рад, что Рут занялась этим. Это дало ей возможность чем-то заняться и почувствовать себя полезной. В интервью новостной станции Милуоки Рут пошутила о своих днях ныряния в мусорные баки и о том, почему она считает столь важным отдавать долг обществу. Она сказала, «Я знаю, когда я ходила в Миллер-парк, это было действительно смешно, иногда я почти падала в эти мусорные баки». Несмотря на это, Рут всегда знала, что то, что она делает, имеет огромную ценность. Даже пожертвовав свою коллекцию дому Рональда Макдональда, Рут не остановилась. Раздав коробки, полные таблеток, она снова залезла в мусорные баки и стала искать таблетки, когда у нее была такая возможность. Она удивительный пример того, как можно сделать что-то столь простое, чтобы помочь нуждающимся детям. Рут продолжила в интервью, объяснив, каково это расти в приюте без семьи. Это было одной из причин, по которой она была так увлечена своей благотворительной работой. Она сказала, наступало Рождество, и я плакала, что мне не с кем его отпраздновать. Наступал и проходил мой день рождения, то же самое. Важно не то, что ты получаешь, а то, что ты отдаешь. Хотя Рут росла, не зная, что значит иметь семью, с тех пор она создала свою собственную. Поскольку она сделала так много щедрых пожертвований, люди, которым это было выгодно, захотели встретиться со своим ангелом-хранителем. По словам Рут, матери просто ошеломлены. Они для меня как семья.
Благодаря сосредоточенному отношению Рут, а теперь и помощи ее товарищей по дому престарелых, она смогла собрать все больше и больше талонов на попкорн. Сама по себе помощь позволила Рут чаще делать пожертвования в дом Рональда Макдональда. Само собой разумеется, никто не собирался снова странно смотреть на Рут, когда она запрыгнула в мусорный контейнер в поисках банок. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.